Так, всем привет. Сегодня коробочка от Arc Models. Значит, возвращаемся, так сказать, к любимой теме. Не с рынка, так сказать, но рынка, можно даже сказать, местами. Но, в принципе, ладно. Катюша, БМ-13, Russian Rocket Launcher, он же БМ-13 Катюша, гвардейский реактивный миномет 1941 года, Arc Models 350-40. Значит, что сказать можно еще по коробке? Парковски, в принципе, достаточно стандартно. Тут, в принципе, все, ну, хорошо, приятно. Почти 20 сантиметров габариты модели, 230 деталей. В принципе, не очень мало, не очень много. На других боковиках, значит, историческая справка. На русском, английском. Других моделей арка здесь нет. Так, что можно сказать, значит, наверное, по прототипу у нас историческая справка прямо здесь, почему бы ее сразу не зачитать, она коротенькая. Разработка оружия, известного во всем мире Катюша, началась в Советской России еще в 20-е годы, или 21 июня 1945 было принято решение о серийном производстве. Реактивный снаряд РС-132М13 калибра 132 поражал цели на дальность более 8 км. Машина БМ-13 была создана в 1940 году. Изначально базой для БМ-13 служил грузовик ЗИС-6. Реактивные установки БМ-13 сейчас участвовали в больших сражениях 41-45 годов. За это время было произведено 6800 машин, 6 миллионов снарядов. В ходе боев было потеряно 4000 машин. Вообще, на самом деле, вот эта цифра жутко звучит, то есть большая часть из произведенных, больше половины была потеряна. Большие потери были обусловлены трудностью маскировки, большим временем перезарядки, в лучшем случае 5 минут. Это давало противнику возможность обнаружить и уничтожить установки после первого же залпа. Ну вот это, кстати, довольно интересный факт. Я его, например, не знал, что, получается, огромная часть минометов была потеряна. Так, ну что сам могу сказать про машину, да, помимо, собственно, вот написано, что у нас на базе ЗИС-6 данная, ну, в принципе, кстати, на модели нигде не написано на базе какого грузовика, единственная историческая справка, что производились на базе ЗИС-6, то есть, собственно, это ЗИС-6 здесь, вот можно видеть по бокс-арту, что это ЗИС, это грузовик ЗИС-6 трехосный. На самом деле ставили помимо ЗИС-6, то есть на ЗИС-6 ее производили, насколько я понимаю, в 1941 году только. Потом, собственно, грузовиков то ли стало не хватать, то ли не очень понравилась эта база. Производили на ЗИС-5 двухосном, потом очень много производили на много чем, на самом деле, на шасси. Много чего, то есть как можно понять, что БМ-13 это название, собственно, миномета, то есть вот пусковой установки, да, а шасси могли меняться, то есть и там и тягач СТЗ использовался, там использовался и танки различные, там Т-60 использовался, потом после широкого открытия ленд-лиза использовались несколько вариантов ленд-лизовских грузовиков, в частности Студебекер, под иносом БМ-13Н была машина. Ну, также и сам миномет модифицировался, и количество направляющих менялось, там другие модификации уносились. В общем, довольно была за Великую Отечественную историю большая история модернизации и так далее. Ну вот, я так понимаю, Арк, насколько можно понять, нам, скорее всего, показывает, наверное, одну из первых, если не самую первую модификацию, то есть с 16 направляющими на ЗИС-6 трехосном грузовике. 16 в плане вот таких 8 планок, ну и направляющие, это в плане, что сверху одна направляющая и снизу одна направляющая, соответственно, вот видно, что 13 мм ракета этот калибр, она вот одна сверху, другая снизу направляющая крепится и так далее. Что еще можно по наборам сказать? Что так как, в принципе, Катюша, понятно, сталинский орган, это очень известная такая машина, собственно, Второй мировой Великой Отечественной войны, и много кто упускает, но вот из известных, наверное, на нашем рынке у Звезды есть БМ-13 миномет, но единственное, надо сказать, что у Звезды, во-первых, это перепак древнеиталеревского набора, там чуть ли не 76 года, а во-вторых, там машина у них БМ-13 дана на шасси ЗИС-131,
грузовика, собственно, произведенного, и модификация была сделана в 1948 году, то есть уже после войны, надо это понимать, чтобы не обманываться, то есть, что там БМ-13 уже была послевоенная модификация. И, в принципе, еще ICM украинский выпускал БМ-13, у них, по-моему, был на базе студии Беккера, как раз, я так понимаю, военного периода машина. И, по-моему, на базе еще послевоенного, на базе ЗИЛа. Ну, еще, скорее всего, много производителей, в принципе, делает, так как машина известная. Но арковская, в принципе, это, я так понимаю, первая именно модификация. И первая, наверное, скорее всего, модификация, массово производившаяся, массово использовавшаяся. Так вот, ладно, чтобы дальше не затягивать, коробочка у меня еще даже в полиэтилене запечатана, так что... Да, еще можно сказать, что это собственная разработка Арка, насколько я понимаю. Не чей-то перепак, то есть они сделали ЗИС-6, а потом модифицировали, сделали на его базе, в принципе, БМ-13. Так, заглянем, собственно. Вот, кстати, да, там недавно, по-моему, Т-70 делала, я уж не знаю, выпускался ли на базе него БМ-13, но, в принципе, был бы неплохой вариант. Ладно, будем глядеть в коробку, да, так сказать, первый взгляд, анбоксинг, сюрпризами. В целом, вроде говорят, что несмотря на то, что Арк, на то, что нищий моделизм, но как бы вроде в целом для своего ценового сегмента хвалят модель, ну, не знаю, насколько. Значит, комплектация у нас один большой пакет с литниками. Все уже там трепыхаются отвалившиеся детали по традиции, в принципе. Но, с другой стороны, та же звезда тоже, казалось бы, классом повыше, но, в принципе, недалеко ушла. Тоже пакет один. Все здесь. Значит, помимо этого бумажка от Арка, значит, у нас просто в виде нешитых листиков между собой. Так, что у нас? Декали, никаких маркировок Арк не дает. Несмотря на то, что Арк обычно все-таки дает какие-то декали, но вот взяли они, видимо, прототип, на котором декалей никаких нет, так что смотреть больше, собственно, и нечего. Так. Ну, в пакете там с литниками по логике еще должны быть прозрачные детали. Ну, если они там есть, мы их увидим чуть позже. А начнем мы, как обычно, с бумаги. Историческая справка та же самая, что на коробке. Предупреждение. Сборка. Значит, видно, что двигатель дан с какой-то детализацией. В принципе, прикольно. Можно будет потом увидеть, можно ли капот открытым давать. Но я так смотрю, что вроде можно. Так, рама видно, что сборная, в несколько деталей. Ну, это с одной стороны сложность сборки, сложность выведения ее ровно, с другой стороны, наверное, в каком-то смысле предохраняет нас от поведенной, закрученной винтом рамы, потому что как-то можно ее подправить. Ну, в принципе, такое. Сама инструкция, ну, в принципе, она вроде достаточно по количеству шагов, их довольно много, то есть мешанины в целом нет, переизбытка деталей на каждом шаге, так что, ну, нормально. Все выглядит читаемо. Печать, конечно, не самая идеальная, но вроде все читается, все достаточно крупно и понятно. Насчет сборки подвижного шасси не совсем понятно, но насколько я имею в виду подвижного переднего моста, не совсем понятно. Может быть ли быть подвижным передний мост? Потому что, собственно, ну, пометок не склеивать я нигде не вижу в этом узле, так понимаю. Поэтому не совсем понятно, можно ли сделать его. Ну, вижу какие-то пунктирные линии. Теоретически не совсем понятно, но...
Не знаю, вот серьезно затрудняюсь по данной инструкции. Вот, ну, кстати, минус инструкции понять, можно ли собрать подвижные передние колеса переднего моста. Ну, посмотрим. Деталей вроде как много, что они частично тут пунктиром обозначены, частично вообще непонятно, что к чему. Ну, ладно, только что вроде как сказал, инструкция нормальная, но вот конкретно в этом моменте нифига непонятно. Не знаю, непонятно. Будем считать условно, что нельзя, но кто знает. Значит, потом у нас что идет? Ну да, тут рама, задние, передние мосты. Что-то срезать нужно, видимо, для унификации. Там, может, ЗИСом шестым. Значит, потом у нас идет сборка кабины, капот. Так, насколько я понимаю, прозрачные детали вроде как бы должны быть, наверное, Г99, но мы это посмотрим. Вот это, по-моему, стекла, вроде как они должны прозрачные быть, ну, насколько они нарисованы вот прозрачными. Внутрянка кабины, ну, такая, типа, она есть, но довольно условная. Значит, капот, что? Видно, как минимум, что он из нескольких деталей состоит. Наверное, теоретически при желании можно показать двигатель, если тут створки его, так сказать, сделаны членение таким образом, чтобы их можно было открыть. Так как двигатель у нас есть, да, радиатор вот этот вот все стыкуется с карданом, я так понимаю. Руль тут же ставится. Видно, что значит у нас колеса, насколько я... Да, колеса я посмотрел, тоже резиновые, это все в одном пакете. Они у нас диски отдельно, колеса отдельно. Собираются на 3 шагах. Тут уже, собственно, мы переходим к сбору колесного узла. Тут ящик zip, видимо, какой-то. Опоры дополнительные, вот двери появляются, прозрачные детали. Ну, в принципе, все довольно коротенько, быстренько собирается. Потом, собственно, с 11 шага у нас сам гвардейский миномет начинается. Вот, собственно, конструкция его. Тут похоже, в принципе, на то, что я помню в Звездовском наборе было, так как, собственно, конструкция самого миномета. Но я не помню, сколько направляющих в Звездовском наборе, но логика там была такая же. Единственное, помню в Звездовском наборе, он же италеревский набор, была подвижность пусковой установки. Там можно было ее сделать поднимающейся, опускающейся направляющей. Насколько здесь это можно сделать, не совсем понятно. Поворачивающие стороны тоже можно было делать. Ну, вроде бы нарисовано пунктирными линиями. Вроде как, наверное, возможно, это означает, что частичная подвижность у установки самой будет. Ну да ладно. Значит, что у нас тут? Продолжается все на 16 шаге. Тут, собственно, мы сами направляющие собираем вместе, собственно, с реактивными снарядами. Вот тут, кстати, написано не склеивать отдельно. Ну, можно подумать, что, наверное, все-таки в остальных случаях нам нужно склеивать. Так что это единственное такое место, где явно нам написали, что склеивать не надо. Кстати говоря, почему? Это может быть какой-то кондуктор, что ли? Да нет, вроде не совсем даже понятно, что это за деталь. Почему именно ее не склеивать? Это похоже на кондуктор, да? То есть для выдерживания параллельности направляющих, что ли? Потому что вот эта штука, это, по-моему, не деталь набора. Это, наверное, для... Интересное решение. То есть такой даже кондуктор нам сделали, что ли? Походу, да, наверное. То есть такие штыри, они все это, а это по этим штукам мы типа выправляем, чтобы все было ровно, наверное. Ну, я так думаю, да, поэтому, наверное, не склеивать. Ну, интересное, как обычное инженерное решение дает. Так, значит, направляющие собрали. А тут ставим, значит, собственно, верхнюю часть на нижнюю. Ну, вот непонятно, по пунктирным линиям вот не совсем ясно, насколько тут склеиваться и будет ли подвижность. Может, вроде как по виду подвижность, ну, непонятно. Будет подвижность, не будет. Неясно. Вот не могу сказать по инструкции. Вроде как бы все выглядит, что теоретически может быть подвижная установка, да, но не уверен, не буду, так сказать. Сход говорит, сборка покажет. У звезды, кстати, это было сразу понятно. В этом смысле, конечно, инструкция Арка, она похуже. Ну, тут, собственно, направляющие цепляются у нас, собственно, на
конструкцию. Тут уж финальные детали в виде запаски ставятся, деталь топливного бака, видимо. Ну и вот, собственно, финальный у нас вид модели, который говорит нам о том, что ну, типа стыкуем два узла, да, я так понимаю. То есть собранный грузовик стыкуется у нас, собственно, с собранным гранатометом. Кстати, какое тут положение, походное или боевое, тоже вот никакого разделения нет в этом плане. Задние опоры, я так понимаю, нам даются только поднятые, то есть, наверное, подразумевается, ну, не знаю, походное, не походное, походное положение, наверное, в нем снаряды вряд ли были собственно, в заряженном состоянии, да, то есть, но с другой стороны, если боевой, почему подняты опоры, и непонятно, поднимается ли это направляющее. В общем, такие, скажем так, загадки для самостоятельного разгадывания, видимо, сборки, изучения чужого опыта и так далее. То есть не так это все ясно, как, конечно, это делается в «Звезды», где варианты они показывают достаточно четко. То есть тут не так, чтобы ясно, что именно нам хотели показать, помимо самого гвардейского миномета. Так, ну и вот финальная схема окраски у нас. Понятно, что дело черно-белое. Цвет, я так понимаю, собственно, практически один. 4 БУ, вот они перечислены на нескольких производителей, даже 4 темно-зеленый, что-то. На самом деле, вот у нас данная схема, да, как бы какие-то маркировки цветов, да, вроде как бы чем-то с какими-то закрасками. То есть они подразумевают, что, ну, в принципе, ладно, неважно, что они тут подразумевают, главное, что у нас буквами это все обозначено, потому что, слава богу, по цветам как бы сопоставить один оттенок, 50 оттенков серого между собой, как бы на картинке здесь, это все равно нереально, поэтому исключительно смотрим по, так сказать, буквенным маркировкам. Ну, видно, что все-таки 5 цветов тут у нас задействовано. Да. И даны, собственно, на Hobby Color, Mr. Color, на, соответственно, Nitro, этот самый Nitro и акрил спиртовой от Ганзы, на Акан даны. Редко, кстати, встретишь, что кто-то дает краски на Акан. И на ФС. ФС Тестерс, по-моему, не помню, редко встречаю эти краски, даже никогда их вживую не видел. Но, в принципе, ладно, схема приемлемая, да. Ну, собственно, видно, что декалей нет, об этом мы тут же и читаем. На этом у нас бумажная часть окончена, так сказать, остается здоровый пакет, где упиханы все детали разом. Что мы тут видим? Так. Действительно довольно много деталей, так как, собственно, сложная такая конструкция. Нет. Миномета, как мы увидели, что все-таки не совсем не совсем прост оказался. Пакет-то внешний один, а внутренний еще два скрывает между собой, внутри себя, так сказать. Это, собственно, детали миномета, я так понимаю, они отделены от деталей грузовика, здесь 6, соответственно, идут как допчик. Ну что ж, прикольно. И логично. И вот в отдельном пакете, собственно, колеса и прозрачные детали на месте. Сначала, собственно, детали грузовика посмотрим, что у нас из крупного. Собственно, ну, видно, что... Ну, хотя нет, тут тоже детали гранатомета, кстати, здесь тоже присутствуют. Видно, что много чего поотваливалось. Тут даже не знаю, что такое. Так, ладно, начнем с крупного. С крупного, с этого, пожалуй. Нет. В порядке, давайте лучше с этого. Значит, собственно, детали грузовика. Здесь 6-го. Значит, нижняя часть, крылья отдельно, тут, ну, низ пол кабины. Видно, что есть облой на крыльях в довольно неприятных местах. Вот здесь вот срезать облой, это, конечно, чтобы выдержать изгиб, собственно, крыльев и ничего не испортить, довольно сложно будет. Но видно, что литье такое, ну, достаточно средненькое, даже, сказал, примитивное по сегодняшним временам, но бывает и хуже. Ну, в целом, вот
на крыльях я увидел облой, какого-то другого облоя в целом. Ну вот видно, здесь он присутствует, детали, наверное, ходовой, какой-то подвески или что там, органов управления. Собственно, это внутренний диван и часть, по-моему, с педалями, где-то там что-то такое, задняя стенка, вот видно, тут тоже некоторое количество облойчика на решетке. В общем, облойчик 2005-2015 года, он как бы на некоторых деталях все-таки уже стал появляться, и неприятно, когда он на краях деталей сложной формы, потому что там его срезать, конечно, будет проблемно. Ну, вот этот самый двигатель, понятное дело, тоже есть, руль, решетка радиатора, понятное дело, исключительно в пластике. Логотип ЗИС на месте, ну уж там как отлили, так отлили. Фары видно, что под установку прозрачки присутствуют, руль. Ну, типа, как бы вот, как-то вот сделано. То есть видны сразу огрехи какие-то, видны проблемки кое-какие. Но в целом еще, ну, за такие деньги, как говорится, собрать можно. То есть ожидаемо. В целом достаточно по-артовски. Хотя, конечно, что 2015 год вот не так далеко, а пресс-формы видно, что, конечно, уже, так сказать, устают. Значит, вторая часть — это часть задняя. Собственно, детали частично пусковой установки, частично тут же детали... Не совсем понимаю, верх крыши какой-то альтернативный, что ли, или это что-то другое. По-моему, что зад кабины, не зад кабины. Ну, детали, собственно, миномета, да, БМ-13 написано литник, то есть это все-таки относящийся именно к БМ-13. Детали мостов, какие-то там крышки, какие-то там стойки, вероятно. Частично мелочевка, частично, наверное, диски, что-то такое, рессоры, собственно, даны. Ну, как бы утяжено вот я не вижу пока. Ну, хотя есть кое-что. Вот здесь немножко видно. Ну, прям крупных по меркам марка вроде бы нет. Но облойчик, пускай и не в катастрофических масштабах, но кое-где присутствует. Все-таки он есть. Тут в основном налитники, но я вижу так по мелочи, кое-где на него натыкаешься. Есть все-таки кое-что, кое-где. Не катастрофически, но есть. Ну, вообще, если по логике брать, что если этот литник от ЗИС 6, да, собственно... нет, ЗИС 5 даже. Это ЗИС 5 литник. Странно. То есть они как-то совокупили свой ЗИС 5 с ЗИС 6 и, собственно, с БН-13 и из него сделали ЗИС 6 в итоге. Ну, кстати, да, наверное, в принципе, если эти грузовики, они во многом, наверное, взаимозаменяемы по деталям, то, наверное, это могло быть. Сейчас мы это, скорее всего, узнаем. Потому что, вот честно, я сейчас боюсь ошибиться, но ЗИС-5 это точно двухосник. Не должно быть там, но у них почему-то везде написано, что... Это ЗИС-5, ладно. Хотя по логике это ЗИС-6, трехосник. Ну ладно, посмотрели. Крупные детальки. Остается у нас все оставшееся мелкое. Значит, детали рамы. Тут написано, кстати, опять, что это у нас... это у нас, собственно... промаркирован литник ЗИС-5, то есть у Арка, видимо, есть модель ЗИС-5 также, но не знаю, вот насколько тут по логике мне казалось, что вот не могли бы быть детали рамы быть от ЗИС-5, так как, по логике ЗИС-5 он очевидно длиннее, хотя... Кто знает, может быть, я просто не шарю. Ладно, в общем, видно, что хотя бы этот литник не гнутый, то есть детали половины рамы, они прямые, но на них видно, конечно, уже утяженки вот этой в передней части, частичные рессоры, что-то такое. Скорее всего, детали, которые шли на разные модели унифицированные, они отливались чаще, поэтому пресс-формы, наверное, уставали быстрее, так что видно, кое-какие дефекты есть. Но, в принципе, ладно, это часть, которая не сильно будет бросаться в глазах, хотя бы она прямая. Так,
Потом у нас идет детали дисков ходовой части, опять же тоже промаркированы как ZIS-5. Из двух деталей, по-моему, колесо стоит диск и вот еще обод. Ну, задняя, вторая часть диска. Ну, на вид вроде круглое, отверстия вроде облоем не особо не заплыли, хотя вот, ну, вот кое-где все-таки он уже проявляется, облойчик, но в принципе более-менее ровная. Так, еще деталь тоже ходовой, насколько я понимаю, всяческие детали переднего моста, там всяческие тяги, карданы, еще какие-то детали дисков дополнительные, ну, что-то, видимо, от рамы детали и так далее. Ну, тоже литник промаркирован ZIS-5. Почему-то ZIS-5 они все, наверное. Я уж не знаю. Видимо, может быть, из ZIS-5 легко собирается ZIS-6. Не в курсе. Но они все ZIS-5. Так. Тут тоже, в принципе, вот, ну, отлито, скажем так, довольно, ну, как скажем, бюджетно. Но дефекты еще не успели какие-то проявиться. Литья вроде все так плюс-минус нормально выглядит. И еще одна деталь ходовой, значит, тут не написано, чего у нас этот литник. Тоже какие-то тяги тут, карданы, мост, еще две детали подвески с рессорами. Может быть, как раз, чтобы из шестую собрать. Ну, тоже, в принципе, отлит на том же уровне. Так, что остается? Остаются у нас, собственно, детали направляющих от городецкого миномета, которые были арком помещены в отдельный пакетик, что, в принципе, уже лучше, чем у звезды. Обычно бывает. Что у нас тут? 3 одинаковых литника, я так понимаю, не два одинаковых, один не... Один отдельный, где у нас, собственно, на одинаковых литниках у нас данные детали направляющих. Вот они. Прямое все вроде не изогнулось, нормально, то есть направляющие прямые. Соответственно, реактивные снаряды 13 мм ракеты отлиты, собственно, практически в целые детали. В плане того, что, ну, основная их часть. То есть только, собственно, все время слово-то забываю. Стабилизаторы отдельно идут. Вторая их половина. Ну, утяжен, несмотря на то, что в одни детали довольно крупно отлиты эти, собственно, ракеты. Вроде бы утяжен на них нет. В целом они выглядят отлитыми, ну, достаточно нормально. По крайней мере, на первый взгляд. То есть без каких-то ощутимых дефектов, как и направляющие. Ну, видно следы толкателей на кое-каких деталей. Ну, я не знаю, там, может быть, они скроются, конечно. Вот тут арк, кстати, свой логотип даже пропечатал крупно. На остальных литниках своего логотипа нет. Так, и, собственно, 2 одинаковых литника, они абсолютно идентичны по качеству, вроде бы неплохо. Радует, что на ракетах нет утяжен, потому что, ну, были бы утяжены на ракетах, конечно, замучиться, можно их, собственно, выправлять потом, потому что все очень заметно. Значит, и детали с, собственно, основной частью, куда крепятся направляющие миномета. Ну, тоже кое-где, конечно, облойчик, ну, в основном на технологических приливах он где-то образовался, в основном на самих деталях его почти нет. Ну, все тоже прямое, такое не изогнутое, хорошо, что детализация, конечно, хромает, это видно, что все такое очень простенькое, гладенькое, ну, хотя бы без видимых дефектов. Надеюсь, сойдется нормально. Вот, это, собственно, по сути все, что касалось пластика обычного. Остается у нас только лишь пакетик с отдельно идущим. Ну, в принципе, радует, что заботливо упаковано в отдельном пакетике с прозрачным пластиком, который у нас в модели, конечно, есть, потому что остекления у модели много, достаточно. Тут, собственно, и стекла, и в двери, и в лобовое, и так далее. Фары тоже стеклянные, ну, из прозрачного пластика тоже вроде нормально отлиты, это радует, потому что, к
Кстати, фары внезапно акановские, как я увидел, от ЗИС-5. Ну, кстати, вот что меня наводит на мысль, что сведения о том, что якобы это арковская разработка, они как бы немножко кажутся мне не совсем верными, потому что уж больно подозрительно, что прозрачных литников маркировки Акана, ЗИС-5, и у нас как раз в наборе ЗИС-5 в основном светятся литники. То ли это действительно какая-то сборная солянка, частично Арк дополнил акановскую модель своим BM-13, собственно, так как многие детали Арка, как раз касающиеся миномета, а все детали, касающиеся машины, они без маркировки производителя и просто ЗИС-5, а не ЗИС-6. Ну, туманно, кстати. Вполне возможно, что данные из интернета о том, что это полностью разработка Арка, они, может быть, и частично неверны. По крайней мере, прозрачные детали тут явно от Акана, господи. Аканом называю, Аталана, похоже, фирма. Ну да, старая какая-то питерская модельная фирма, которая до сих пор уже лет 30 перекраковывает все, кому не лень. Несуществующая ныне. Ладно. И помимо этого, собственно, покрышки. Покрышки сделаны, кстати, не из резины. Такой какой-то интересный черный пластик, такой, знаете, ощущается. Как такие, знаете, шашки такие пластиковые. Что-то такое, да, или шахматы. Такой твердый очень такой пластик, черненький такой. Ну, лучше он резина или нет? Может быть, кстати, лучше, потому что, кстати, многие жалуются, что резиноподобный каучуковый материал, он со временем в негодность переходит на моделях через несколько лет. Ну, такое тверденькое, все прикольно. Посмотрим, как оно на диске натягивается. Кстати, маркировки на колесах у нас на покрышках какие-то присутствуют, между прочим. Какие присутствуют, разглядеть тяжело, потому что там и написано резина-комбинат какой-то. Остальное разобрать сложно, но даже что-то написано на них. Да, это действительно прикольно. Так, и вот, собственно, на этой прекрасной ноте мы обзорчик, наверное, можем и закончить. Вот такая арковская Катюша, именно военная, 41-го года, реально Катюша. Не совсем понятно до конца, я не уверен, то ли она полностью арком сделана, то ли частично сборная солянка из своих пресс-форм и пресс-форм Алана, возможно. Ну, в общем, в целом для арка производит впечатление, ну, неплохого уровня, в принципе, за те деньги модельки. Если хочется что-то собрать, что-то похожее на БМ-13 военного периода, именно начала войны, то, в принципе, наверное, можно сэкономить и все это собрать.